И у меня есть предложение, чтобы вы просто знали. Каждый морской курс, когда вы захотите приехать, в случае, если вы приедете, то я обещаю дать вам слово, и вы имеете право совершенно бесплатно выйти на сцену, подойти ко мне и сказать, я хочу выразить неудовольствие обучением школы Кайлас и прохождением морского курса, который когда-либо проходила. И вы будете иметь право это сделать. Хорошо? Потому что я считаю, слушайте, это нужно, это в случае, если возникнет такое желание или такая задача, я за то, чтобы вы это делали. Почему? Пусть будет у нас плюрализм, или пусть будет у нас вот такое еще. Почему? Каждый имеет право иметь свое мнение, и каждый имеет право, там, допустим, если у него есть желание выступить и вывести человека на чистую воду. Я за это. Я за это. Пусть это будет. Я за это. Я даже готов опубликовать комментарий человека, который имеет ко мне плохое отношение, там, или считает то, чем я занимаюсь, там, это очень плохо, или там то, что я какой-то там негодяй и так далее. Пожалуйста, с удовольствием. С удовольствием, пожалуйста. Я даже не буду там дискуссии какой-то делать. После этого просто хочется спросить вот это большое количество людей, которые занимаются в школе, которые очень давно занимаются. Ну, что же они так все одурманены прямо моей харизмой? Все так одурманены прямо харизмой. Ну, 7 лет, это, понимаете, можно 2-3 года, но там 7 лет не может человек быть одурманен все время, понимаете, или находиться в этом состоянии. Так же не бывает. И еще приедем за дурманом. Одно из двух, либо я профессионально дурманю, либо профессионально дурманю. Конечно, конечно. Это я специально манипулирую для того, чтобы вызвать возмущение и заставить, чтобы разговор появился. Это ж ничего не делать. Мы будем все заниматься как и раньше, просто у нас первые дни там подготовка к тому, чтобы там собирать деньги и так далее. Итак, если люди приехали и хотят высказаться, я за то, чтобы эти люди высказались на протяжении первых 3 дней. Потом, если вы занимаетесь, то высказывать уже нечего. А уже высказывание нужно делать в конце. Поэтому, если есть или желание высказываться в конце, то тоже имеете право это сделать. Дальше. По поводу наших заболеваний, которые происходят у вас до того момента, когда программа идет и программа закрывается. Если вы болеете в тот момент, когда идет программа, это правильно, потому что когда происходит работа энергетическая, то оно внешне проявляется. Что это за заболевание? Болит кишечник, неправильно переваривается информация. Болит сердце, информация не выводится из вашего организма, очень накапливается или очень накопилась. Дальше температура поднимается, нет ответов на вопросы или вопросы задаются чаще, чем ответы. Дальше заболевания, связанные с опорно-двигательной системой. Нету веры, что жизнь будет прекрасной. Щитовидная железа, допустим, закрыта. Это значит, очень часто закрывают рот, и вы миритесь с мнением другого человека, считаете, что вы должны быть вот таким человеком. Глаза болят, краски жизни не нравятся, зубы болят. Уже надоели претензии тех людей, с которыми рядом находитесь. Поясница болит внизу, работаете в 4 жилы, посреди позвоночник болит. Это говорит о том, что кто-то грызет, претензии, необъективное оценивание вас. Шея болит, это говорит о том, что кто-то считает, или вы сами считаете, что вы не имеете права создавать какой-либо поступок. То есть вы считаете, что этот поступок приведет вас к тому, что кто-то пострадает, а это неправильно, какие-то может. Поджелудочная железа, гиперответственность. Вы считаете, что вы должны быть очень ответственны, вы должны быть правильными, беспокойство, там, селезенка, вы считаете, что вы должны выглядеть хорошо, там, думать хорошо, там, быть каким-то, кого вас рисуют в глазах другие люди, или как вы рисуете себя. Печень, не можете сдержать злость накопилась в большом количестве, считаете, что вокруг вас бесконечное нападение и так далее. Видите, практически все органы. Мочеполовая система. Вот смотрите, если я не буду жевать зубами, они у меня выпадут. Конечно.
Вот смотрите, вы когда-нибудь всовывали руку в гипс? Ну вот у кого-то было. Потом вы когда из гипса достаете, какая она? Она вялая такая, замученная вся, правильно? Ну вот ответ дал на вопрос, да? То есть когда там что-то происходит, то что нужно? Глаз создан для того, чтобы видеть. Если его перевязать, чтобы он не видел, то через несколько лет он перестанет видеть. В курсе? Если рука должна поднимать или там мышца должна работать, то в случае, если мышца не работает, то что происходит? Она атрофируется. Если человек не живет, не выделяет слюни перестают выделяться, потому что организм это фиксирует, говорит, это не нужно. Поэтому, если есть что-то, что должно функционировать, то эта функциональная особенность должна использоваться до момента, пока это функционирование есть. Из песни слов не выбросишь. Или оно должно плавно отключаться и отмирать. Тогда какие претензии к этому, я не могу понять. Когда после этого говорите там, ой, у меня там перестало оно работать, функционировать, тогда, а когда оно вообще функционировало последний раз? Был ли какой-то функциональная нагрузка там присутствовала? Не присутствовала. Ну ничего страшного, пускай тогда отключается. Не нужно его тогда, вот, не нужно его тогда снова там заводить. А здесь еще слова идут не о том, что нет интима или есть интим. Здесь слова идут еще и о том, насколько человек хочет, чтобы в его жизни был такой человек, который будет заботиться. Вот смотрите, недоверие к мужчине или ненависть к мужчине или презирание мужчины может привести женщину к тому, что у нее появится миома. Представляете, нежелание вообще иметь дело с мужчинами, считание того, что все мужчины обязательно должны быть брехуны, подозревание мужа в том, что он обязательно изменяет. Ну, изменяет, флаг ему в руки. Пусть изменяет только, чтобы вы ничего не знали, а вы не ищите. Он же когда-то наизменяется и все. Там, или жена там как-то бегает. Ну, бегает, да бегает. После этого с вами живет. Ну и будьте счастливы тогда. Что морочить голову? Меньше знаешь, лучше спишь, понимаете? Я вообще за то, что вот я для себя решил свое время. Я не буду ничего искать, все, что связано с моими близкими. Я не хочу. Мне это не нужно, я не хочу. Почему? Я их люблю, пусть они со мной живут. Потому что если кто-то что-то ищет, то обязательно со своей позиции поиска найдет какую-нибудь ерунду. Тогда легче не искать, чем искать. Тогда легче доверять, чем не доверять. Знаете, так удобно и жизнь счастливая у всех. Ну а со своей позиции, я считаю, что если у мужчины появляется возможность измены, допустим, да, то он не должен этой возможностью пользоваться. Почему? Помните, я говорил о духовном пути? Духовный путь заключается не в том, чтобы найти много бизнес-партнеров, а он заключается в том, чтобы прожить с одним бизнес-партнером до конца своих дней, понимаете? Это и есть бизнес-путь, или это и есть духовный путь человека. Ну, слово «бизнес» нужно в этом случае изменить, да? Чихтелих. Ну что, красноречие и победа. И я угу, а на выдохе хулак типетиня. И я угу, хулак типетиня. И я угу, хулак типетиня.